Так, что ты видишь, где ты находишься? В эфирном пространстве. Так, посмотри вокруг, никто или ничего ли нам не мешает. Нет. Хорошо, тогда начнем наше расследование на разные темы. Первое. Что за объект в данный момент подлетел к Луне? По новостям говорят, что это астероид. Вот. На счет 3 ты увидишь, это астероид или какой-то космический корабль. 1, 2, 3. Вижу, пошли помехи, как те, которые были в советских телевизорах. Угу. Даже звук такой же. Наверное, сначала нужно найти Луну. Угу. Давай, на счет 3 найди Луну. 1, 2, 3. Ну, я нашла Луну, и я вижу, что Луна как бы ждет кого-то, то есть с протянутыми руками. Кого Луна ждет? Как-то оно, как будто бы кто-то должен прийти или приходит с другого пространства совершенно. Так, что И это за другое пространство? оно вот так движется, черно-красного цвета, Угу. с угрожающим ревом. Так, ладно, понятно. Возвращаемся к Луне. Мгм. Она ждет кого? Она ждет богиню. Угу. Понятно. Я вижу, как внутри Луны там такие, как этажи разные есть. И там разные сущности. И они, это приближается, и они с благоговейным таким страхом каким-то, вот идут такие вибрации от этого пространства, которое надвигается. Оно надвигается вот со стороны, как бы, где мы видим это зло, интерференты, прошлое, вот оттуда. Угу. И они эти вибрации слышат. Угу. То есть на Луне сейчас обитают враждебные нам сущности. Да. Понятно. Ну, я вижу, Луна похожа на большой корабль. А перед этим кораблем есть такая штука какая-то, как экран. Голограмма? Да. Угу. Хорошо. Такой вопрос. Когда
этот космический корабль, который мы сейчас называем Луна, прилетел к Земле? Мне приходит, что около 300 лет назад он как-то был недалеко, а потом как бы остановился. Он как бы летал, а я вижу цифру 300, и он остановился. Угу. Хорошо. Также мне приходит, что он где-то 6000 лет, может 7, 6-7 тысяч лет где-то в наших пространствах. Летал, да? Да, он летал, а потом как-то как будто забуксировал, что ли, и остановился. Угу. Почему он остановился именно возле Земли? Мне идут такие фразы: главный вопрос, главная цель, главный вопрос. И я вижу, это Земля как будто бы находится в центре какого-то спора. Здесь я вижу как первоисточник. Идет от первоисточника такая связь. Угу. Также слышу, кто имеет право. На Землю? На существование. То есть глобальный вопрос решается, и Земля здесь играет ключевую роль. Угу. Хорошо. Сейчас этот корабль, получается, захвачен. А раньше он принадлежал светлым силам, ну, допустим, 300 лет назад, когда он еще летал. Кто на... Мне приходит нет. То есть это изначально вражеский корабль? Похоже, что да. Я его не вижу в стороне светлых. Он идет оттуда, от тьмы. Угу. Понятно. Хорошо, такой вопрос. Когда планируется приход этой ихней богини? Но я вижу, что она как будто бы идет. Она приближается. Она приближается, а потом я вижу, что как будто бы идут какие-то удары со стороны Земли, и она уклоняется. Это какая-то огромная муха. И она уклоняется от этих ударов, и как бы ее отбрасывает обратно, и она снова поднимается и снова идет. Угу. И снова удары какие-то. Угу. Так, то есть идет какое-то сопротивление, да? Но я вижу, что сопротивление идет не только от планеты Земля, а в этот момент
Как будто бы вот планета Земля находится как в таком темном поясе. Мгм. Но не в том пространстве, где находится это, как ее назвать там? Они ее богиня называют. Матка, будем называть. Матка, да. Она находится в совершенно другом пространстве. Оно вибрационно отличается очень сильно от нашего. Но я вижу, что вот этот свет от первоисточника, мы находимся как бы в таком пространстве, которое на, скажем так, наполовину почти смешанной энергии. Мгм. Ну, в карантине Земля находится. Да, мы как бы не принадлежим ни одному миру, ни второму. Мгм. И именно сейчас идет вот этот вопрос, то ли не идет вопрос, что имеет ли Земля, то есть и не идет вопрос о территории, идет вопрос жизни и смерти. Мгм. А почему именно Земля так важна в глобальном масштабе? Мне пришло слово кристалл. Кристалл, который находится внутри Земли? Да. В чем его ценность? Я вижу, что этот кристалл живой. Он как душа планеты, которая рождает естественную матрицу планеты. То есть этот кристалл, это энергия живая, и она, я вижу, что она рождает вот все, вот эти законы мироздания в нашем пространстве, ну, скажем так, матрица поведения, матрица чувствования, вот это все, вот эти инстинкты, это все рождает эта душа планеты. И я вижу, что это, этот кристалл, если так можно его назвать, он как будто бы часть, неотъемлемая часть света первоисточника. Мгм. Но этот свет имеет в себе вот признаки кристалла. Я это вижу, но я ну, сейчас еще не понимаю, почему именно кристалл. Мгм. Я Хорошо. сейчас вижу, почему. Это кристалл, это очень примитивно сказать. Когда я подумала об этом, то я увидела, почему кристалл. Потому что кристалл растет, а растет он потому, что в нем есть энергия, живородящая первозданная энергия. И вот этот кристалл, это сверху может показаться как просто форма кристалла, но когда я смотрю суть, то я вижу, как прорастают вот эти фракталы. То есть вот эта энергия, которая материализует все пространство и принимает участие в материализации энергии в разные формы материи. Мне также приходится слово дух. Мгм.
как высшая инстанция сознания и воли. Так, хорошо. А много таких планет во Вселенной? Во Вселенной есть много, а в нашей околице я не вижу почему-то. Земля единственная, да? В нашем ближайшем пространстве. Да. Хорошо. А как? Почему-то мне приходит 1 из 8, а почему? Не знаю. Угу. Она как-то вот идет оплот, то есть как-то такое, считывается такая информация, вот идут такие, как во время Второй Отечественной войны, что отступать некуда, за нами Москва, а здесь тоже такие чувства, что отступать некуда, то есть последний оплот, наша цивилизация стоит под угрозой жизнь цивилизации. Угу. Хорошо, понятно. Понятно. Смотри, такой вопрос. Вот эта вот матка, темные, они хотят как-то использовать этот кристалл в своих целях? Я вижу, что в нашей истории были более темные времена, и на кристалл была наброшена как сетка, и сейчас, в данный момент, эта сетка прорывается, и освобождается этот кристалл. То есть я вижу, что большой просто участок этой сетки, вот здесь, где ближе вот в сторону интерферентов, там оно все черное, как тьма. А здесь ближе к свету оно проглядывает как конструкция сетки. И здесь она разорвана, и пучок энергии, светлой энергии, которая соединяет этот кристалл с энергиями первоисточника. Угу. А вот эта сетка – это темная матрица, которая сейчас разрушается? Да. Угу. Она черно-красного цвета. То есть там, где ближе к... Там, где она уже разбавлена светом, она имеет такой окрас красный. Угу. Хорошо. Хорошо. Так, идем дальше. Давай посмотрим такие вопросы. На Земле везде сейчас границы закрываются, аэропорты закрываются, людей изолируют. Назови несколько целей, потому что целей все время несколько. Самая главная цель какая, на втором месте, на третьем и так далее. Давай, самая главная цель. Десант. Десант? Да. Так, чей десант? Я вижу в космическом пространстве, я не знаю, что это, но это как бы какие-то силы, которые как бы взаимодействуют с
силами здесь на Земле, светлые. Так, Я слышу в противовес, то есть для сохранения равновесия, потому что сейчас я вижу, что очень враг лютует. То есть буквально это выглядит, что как будто бы кто-то сильно бьет плечом в дверь. Такие энергии идут как со стороны этой матки, с ее пространства, как она ломится буквально в нашу Вселенную, чтобы прорвать оборону. мгм. То есть этот карантин – это позитивное явление для нас? Нет, я вижу, что для каждого это свое. Сейчас я вижу, что любая ситуация, которая есть, она может быть использована. Я вижу, что идет разделение очень сильное людей. Мгм. То есть кому-то хорошо, кому-то плохо. Не так. Одни очищаются, то есть не, то есть вот эти идет такое, с одной стороны, давление, но некоторые не поддаются на эти энергии, и они буквально улетают. Я вижу, как много светлых душ, они буквально с этой тьмы вылетают. И когда они вылетают, идет такое разделение, земля четко идет полоса. То есть сначала оно как будто бы все серое было, а потом четко идет разделение. И вся наша планета как бы наполовину разделяется. И получается, что с одной стороны это как свет, а с другой как тьма. Я вижу, что придет эта матка. И я вижу, что наша планета, половина планеты, вместе с этими людьми буквально как пожар происходит. Половина планеты сгорит? Ну, может, зло сгорит, потому что я вижу, что здесь оно горит, такое сгарище, и все начинается, как дождь падает, и росток растет зеленый на этом все. Мгм. Хорошо. Так, давай посмотрим вторую цель этого карантина. Я вижу, что вот это то пространство, с которого идет эта матка, оно вот так черно-красное распространяется, а потом оно резко начнет сужаться в одну точку, черную точку, как черная дыра. Оно уйдет. А вокруг вот светлые, как вселенные, наверное, я вижу со стороны. Они просто, ну и сейчас я вижу, что они как бы давят это пространство со всех сторон, а от этой матки идет как от ее этого пространства, от этой ее антивселенной идет такой как шлейф между другими вселенными, и она пробралась к нашей именно планете, которая находится как бы на окраине нашей, наверное, галактики или вселенной. Как Мгм. будто бы вселенной и галактики тоже на Мгм. краю. То есть ей важно этот оплот уничтожить, да?
Она распространяется, у нее цель одна — пожрать и уничтожить. Она несет только разрушение, смерть и пустоту. После вот там, где эта тьма прошла, там ничего нет, вообще ничего нет. Там просто чернота и какой-то, как пустой ветер. Там ничего нет. Мгм. Хорошо, понятно. Так, давай вернемся к карантину. Цель, которая стоит на втором месте. Уничтожить Кого? зло. Каким образом карантин поможет уничтожению зла? Я вижу, что уничтожаются посредники. Я слышу посредники. Это те люди, через которых проходят эти порталы, которые как бы провозглашают волю этого зверя, которые открывают порталы в наш светлый мир. Мгм. Хорошо, давай рассмотрим такие вопросы, которые проходили в средствах массовой информации. Более 80 чиновников Ватикана обвиняются в финансовых преступлениях, педофилии и торговле детьми. Это правда? Да, да, я слышу, что очистка, земля должна очиститься. Мгм. Далее. Объединенные Арабские Эмираты. Массовые аресты королевской семьи. Это правда? Да, Мгм. Дальше. Директорам крупных мировых корпораций предъявлены обвинения, такие как Intel, Макдоналдс, Disney, начальник полиции Ватикана тоже. Это правда? да. Мгм. И всего за время этого карантина планируется обезвредить около 158 тысяч самых темных, злых, коррумпированных политиков, банкиров и глобальных элит. Это правда? Да. Хорошо. Такой вопрос. А кто проводит эту чистку на физическом плане? Есть какая-то группа? Секретная группа. Хорошо. Дальше узнавать не будем. Ну, я вижу снова этот десант. Угу. Хорошо. Хорошо. Так, такой еще вопрос. Планируется ли введение безналичных денег? Да, То есть наличные деньги планируется вообще из оборота убрать. да, Это может наступить скоро? да. Гипотетические сроки. Как быстро? Оно почти уже. Я вижу, что 2 месяца. Это одна из целей карантина? Противодействие. Это идет они не сидят и не ждут. То есть идет фактически сильное противодействие, война, которую мы не видим.
закулисная война на физическом плане, которую мы не видим, которую никто не видит. Мгм. Война идет на духовном плане, и война идет на физическом плане тоже. Мгм. То Понятно. есть нельзя однозначно сказать, потому что я вижу, что такие войны идут, как борьба за власть, скажем, описанные в многих романах, когда цари даже боялись за свою жизнь, потому что они не знали, кто друг, а кто враг. Мгм. И вот сейчас, ну, оно всегда так было. Мгм. Хорошо. А такой вопрос. Гипотетически возможно возвращение к золотому стандарту? То есть, когда бумажных денег не будет, а будет, ну, вот как раньше было, доллар обеспечен золотом, например. Мне приходит, что это будет как переходный период, что на смену этой черной власти придет промежуточная власть, которая продержится, которая будет, ну, я слышу переход. То есть, когда общество еще не будет достаточно готово к... То есть не будет скачка молниеносного, где-то 1000 лет нужно, чтобы планету Землю привести в порядок. И человечество как цивилизацию возобновить. Мгм. Чтобы возобновить, я вижу, чтобы возобновить естественную матрицу Земли, взаимодействие всех ее живых структур, энергий, программ, взаимодействие между живыми душами. Это как единый живой механизм. Мгм. То есть в ближайшем будущем возвращения к золотому стандарту не будет, гипотетически. Нет, наоборот, гипотетически будет. То есть деньги нельзя убрать сейчас. Мгм. Я так вижу, что, то есть будет стабилизация. То есть после вот этих боев, скажем так, на всех фронтах, гипотетически один из вариантов развития событий – это возвращение к стабильному какому-то обществу в рамках всей планеты. Мгм. Я вижу, что и выход, и постепенный выход, планета очищается и выходит из-под влияния тьмы. Тьма сокращается, идет наступление. Это, вероятно, будет одновременно происходить. То есть вот этот источник зла, этот враг уничтожится, вероятно, в один момент, а должно пройти какое-то время в нашем физическом восприятии. Мгм. Хотя я просматриваю, что оно исчезнет вообще. Мгм. Хорошо. Хорошо. И оно сорвет, оно буквально срывает с планеты Земля, срывает все то, что принадлежит этому антимиру. Буквально как ураган срывает. Так точно я вижу, что буквально срывает всю черноту. Вот эти все энергии и людей, которые наполнены этими энергиями
тьмы будут буквально сорваны. Земля их буквально сбросит с себя. Мгм. И сбросит не потому, что кто-то так решил, а потому что каждый человек сам для себя судья. Каждый на самом деле знает, по крайней мере, внутри себя, кто он на самом деле. Мгм. Никто никого слушать не будет. Вот эти рассказы о том, как многие любят говорить, какие они слуги света. То есть вот эти фразы, эти их флаги, под которыми они ходят, им не помогут. Мгм. Понятно. Понятно. Так, следующий вопрос. Является ли одной из целью карантина создание искусственного голода? Это касается мира тьмы. Да, они это хотят сделать. Мгм. Понятно. Следующий вопрос. А почему, если взять Европу, то больше всего в Италии и Испании людей пострадали? То есть зараженных, умерших? Я почему-то вижу, что вот эта нависающая энергия с антимира, она как-то ударила по этим странам. Я слышу оплот тьмы именно там. Сейчас я вижу Ватикан. Мгм. Понятно. Сейчас, когда сначала я увидела Ватикан, купол, как будто бы сверху, с космоса я приближаюсь, и тут я как бы захожу в зал, где папа сидит, и вижу эту у него над головой. Это голова этого, то есть это символ, энергия этой матки там, в Ватикане. Мгм. Это как с этого антимира идут как два луча в первую очередь. И также в Испании. А в Испании я слышу, что как бы это связано как-то с царским родом. Вырождение, то есть идет генетическое. Сейчас я вижу какие-то фигуры людей, у которых вместо ног вот такие, как змеи, что ли, такими какими-то вот закрученными, как рыбы, вместо ног какие-то как щупальцы или рыбы круглые, как спираль, вот так вот. Там много таких статуй в Испании и в Италии. А там фактически открытые порталы. Мгм. Ну вот Ватикан идет сплошной портал открытый, а в Испании это там есть прерывается, то есть там идет меньшее влияние, а вот Ватикан просто открытый портал, который провозглашает фактически по всему миру. Из Ватикана идет вот эта вся энергия этого антимира, пропаганда, энергетика, все. Мгм. Хорошо, понятно. Так, отсоединись
От этой ситуации посмотрим такой вопрос. Когда было первое вторжение вот этой матки Роя на Землю? В каком веке? Сколько веков назад? Ну, я вижу, что сначала была как будто бы высадка десанта как, или разведка. Угу. Как давно это было? Я вижу 15, как бы 15 тысяч лет. Назад, да? Ну да, я сейчас вот так посмотрю. Ну, где-то так, да. Угу. Я вижу, что это было где-то в районе Шри-Ланка. да, 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 да. Вот ниже Индии, вот так вот туда. Вот там было. На земле было все по-другому. Лес был. Высокий. Да, густой лес. Я вижу, земля была зеленая вся. И пространство от Земли до космоса, оно э, вот это как прослойка это, как она называется, этого воздуха или чего это, атмосфера вся, она очень толстая была. Сейчас, когда я смотрю, Земля такая большая и такая тоненькая прослойка, Угу. а тогда было не так. Угу. Хорошо. А какой такой важные события вот после вот этого десанта? Какой следующий этап вторжения был именно на Землю? Я слышу генетическая мутация. Я вижу лаборатории, которые были а, Ближний Восток, Индия. 3 или 4, 4. Индия, там где-то в Северная Африка, Эфиопия. И еще 2 лаборатории рядом были, ближе друг к другу. Это где-то один, я слышу, Ирак. И что-то там затерто, вот не знаю точно, не могу сказать. Затерто вот Сирия, там как будто бы стерта информация, как будто бы вот так стерли. Угу. Сколько это времени было назад? Сколько лет? Я слышу 6000. 6000. Хорошо. Следующий важный этап во вторжении, третий. Какой? Это война. Война. Сколько лет назад?
Здесь идет какое-то тоже вмешательство. Здесь идет смещение календарей, и идет затирание информации. Мгм. И я вижу, что было как бы два очень сильных, то есть две большие войны, которые был удар направлен на поменьше Европа, побольше удар, который шел, то есть три такие направления. Вот там, где Россия? Африка, Так. вот так вот отсюда, а вот там, где Сибирь, там удар, я вижу, как бы отдельно он идет с той стороны планеты. Вот так, как будто бы из там, вот когда смотришь на, например, на глобус, Мгм. то я вижу, что удары шли вот так на Европу. Меньший удар, очень огромный удар там, где Северная Африка, вот все вот это. И занимает, конечно же, вот Южная Европа, это вот там, где это все. А этот удар идет как будто бы с той стороны, откуда-то с другой стороны, где Сибирь, то как-то оно вот и вот так идет, огибает. А посмотри, пожалуйста, удар какого плана был? Это какое-то небесное тело, астероид, метеорит? Что это было на Сибирь? Я сейчас вижу, что какая-то планета разбивается на три куска. И один большой кусок, он как-то с той стороны летит. Он как будто бы, мне слышится, рикошетом. То есть он как-то огибает. То есть удар шел снизу как-то вот. А потом рикошетом пошел. И как будто бы огромная какая-то волна идет. Мгм. Как Там называлась эта планета? Ну, это, скорее всего, искусственный, ну, спутник Земли. Как он назывался? не знаю. Я его не могу сейчас найти почему-то. Я вижу его расколотым. Мгм. Хорошо, давай на счет 3. Какой спутник Земли, название, ты видишь расколотым? На счет 3 тебе придет ответ. 1, 2, 3. Не видно? Но мне приходит, но я почему-то не уверена, что это так. Давай так. На счет 3 тебе придет ответ. Это была Фата. 1, 2, 3. Нет. Это была Леля. 1, 2, 3. А вот здесь именно идет путаница. Тоже приходит нет,
А имя Лели я слышала первый раз. Это связано вот с фальсификацией истории. Да. И идет работа в эфирном пространстве за стирание истины. И это я считываю, эту информацию, как идет, то есть это, конечно, можно все почистить, на это нужно время потратить, чтобы восстановить, убрать вот эти наслоения лжи. Мгм. Ну, мы в общих чертах так посмотрим. В будущем все равно правда выйдет наружу. Да, история очищается от этих, то есть восстанавливается истина. Мгм. Хорошо. Посмотри, пожалуйста. А это при этом ударе в Сибири образовалась зона вечной мерзлоты. Да, Мгм. То есть был удар, шла волна, вот, и каким-то образом произошел выброс атмосферы, и волна эта резко замерзла. Так это было? я вижу, слышу, что сорвало. Как будто бы космическое пространство ворвалось в атмосферу. То есть атмосфера, она буквально вот как бы идет такая волна, вот эти энергии, что атмосфера под воздействием этой волны энергии, которая пришла от этого космического тела, буквально вот эта черная энергия, которая пришла, ударная волна, скажем так, я ее вижу как черную, да, Мгм. ударная волна от падения этого, но оно как-то не упало, оно как-то мимо прошло, но оно ударило землю, и как-то как произошло какое-то вот такое кручение вот такое. И я Земля. вижу, как и земля повернулась, и получилось так, что как на шарнирах, то есть какие-то части земли провернулись, Мгм. не ну, как-то вот так, я вижу, как будто бы одно в одну сторону, а другое в другую сторону. И получилось, что вот эта ударная волна, она вот так как пошла и э, обогнула землю с той стороны, и как бы ее эпицентр удара получился на Сибирь. И от этого удара, этой волны, вся атмосфера вылетела, как бы разлетелась в стороны. Мгм. И космическое пространство, то есть это там другие энергии и все другое. И вот оно так все Проморозилось вглубь. да. Мгм. То есть я правильно понимаю, что Земля это как гироскоп, и при этом ударе Земля провернулась относительно гидросферы. То есть вода как бы нахлынула на сушу. И не только вода, там вода получилась в одну сторону, земля в другую сторону, как атмосфера в третью сторону. То есть я, конечно, не знаю, что такое гироскоп. Я говорю то, что я вижу. Я потом тебе расскажу. Ну, я слышу, что да, как гироскоп, да, что это, э, Мгм. Хорошо. то есть как-то так произошло.
А вот такой вопрос. Удар вот этого осколка, он был случайный или этот осколок специально был направлен на Сибирь? Я слышу рассчитано, и я вижу, как этот штаб, который рассчитывает. И эта муха там, эта матка, она там главная. И они рассчитывают все. Мгм. Понятно. А почему именно на Сибирь? Что там такого важного было в то время? Я вижу, что слышу оплот мира. И я вижу, что вся северная половина, вся северная часть планеты, Мгм. она энергетически отличается от южной части планеты. Мгм. И оно идет, ну не вся. Я вижу, что идет таким вот. Сейчас я захожу в тот момент перед этим падением метеорита. Оно как-то вот идет так буквально то есть практически вся Европа, но там такое идет смешение энергий. А вот где начало Европы и аж до почти вся Северная Америка, вот так вот идет, так, как буква «С». Мгм. Идет одна энергия, которая буквально связана с первоисточником, а все остальное, оно как бы, я вижу, что власть на Земле, власть энергий, вот, по крайней мере, в то время принадлежала как бы своим выборам. Мне также приходит, что обман, подлог, и через обман, подлог врагу удалось взять контроль над южной частью планеты. И сейчас я вижу Испания, Италия, и вот Франция пошла. Вот это было наша европейская часть, Сибирь и американский континент. Это как кто-то было. Даже океана не вижу. Как будто бы вместо океана там леса растут. И люди. Вот я вижу там лес, везде лес и люди. Я так думаю, что основная мишень это были эти люди. Мгм. Цивилизация другая, мощная цивилизация, она мешала им. Мгм. Вот ты говоришь, не было океанов в том виде, как, ну, как они сейчас есть. Это в информационном пространстве как-то лес. Была вода, но она какая-то, ну, по-другому почему-то выглядит. Она не выглядит таким каким-то океаном темным. Тогда я вижу, что это вода какая-то, я вижу прозрачная вода, вижу дно. Ну,
информация. А, Люди и природа создавали единое информационное поле, Мгм. общее с информационным полем Вселенной. Это им очень мешало. После той катастрофы я вижу, что информационное поле это исчезло. Вот лес, я слышу лес, это как-то То есть тогда объем воды на планете Земля был гораздо меньше, чем сейчас. Правильно? да. И вода какая-то другая была. Мгм. Сейчас такое впечатление, что вода вместе с грязью. Мгм. И тогда она была прозрачной, и на дне водоема, вот я вижу как-то между, ну там, где Аляска и Америка, да, Мгм. вот там этот пролив я почему-то вижу. И я вижу, что там растительность на дне, и она колышется, и прозрачная вода. Мгм. Хорошо, такой вопрос. А откуда на Земле взялось столько лишней воды, можно сказать? Лед. Я вижу, что какой-то лед, как будто бы глыба льда. Падает из космоса? Да, я вижу, что ее сначала, эту глыбу льда, как будто бы притянули. Кто? Вот эти темные. Мгм. Откуда они притянули их? Я слышу с убитой галактики. М. Мгм. Понятно. А зачем они ее притянули? Чтобы нас убить. Мгм. Понятно. Хорошо. А была ли на Земле соленая вода до того, как эти твари притянули этот лед? Или все водоемы были пресные? Мне приходит, что водоемы были пресные, а соль где-то была в другом месте. Она была как-то, я вижу, как в шахтах. То есть она была, но она была где-то как бы спрятана внутри планеты. То есть такое впечатление, что эта соль как бы растворилась с этой водой. Мгм. А вода в этих глыбах льда была соленая или нет? Нет. М. Много соли тогда было на Земле, да? Интересно. Но это также связано, как-то я вижу почему-то пожары. И Мгм. я вижу пожар, ну и буквально какая-то соль, которая просто лежит на поверхности. Это глобальный пожар?
Я вижу, что как-то что поднимают огромные корабли, забирают людей и, и слышу остатки цивилизации. Они как-то зависают над планетой, а вся планета, почти вся планета горит, кроме Сибири, а Сибирь вся черная. А горит южная часть планеты горит вся. Мгм. А посмотри, пожалуйста, это было 178 лет назад? Ну, я вижу плюс-минус и слышу да. Мгм. Хорошо. Ладно, отсоединись от этой ситуации. Так, мы еще хотели рассмотреть такой вопрос. Матка, она имеет физическое тело? Я слышу нет. Так. А какое она имеет тело? У нее не такое тело, как мы себе представляем, это физическое. Оно у нее меняется. Это, как можно сказать, ну, если разделить условно на физический и духовный мир, Мгм. то это другая форма, да, это духовная форма. Ну вот, мне интересно, да, имеет эту форму. Что это такая за духовная форма? Это как плазменная форма. Ладно. Ну, образно говоря, я себе так представляю. Мгм. Она очень огромные возможности имеет по сравнению с физическим телом. Она может проникать в любые пространства с силой своего создания, использовать свою черную матрицу, магию. У нее матрица магия. У нас совершенно другие принципы материализации, перемещения тоже могут быть, но совершенно противоположные той матрице темной. Мгм. Так, а она на физический мир может влиять вот только через магию? Я вижу, что она использует другие цивилизации, которые имеют более плотные формы жизни. Это такие, как спруты, рептилоиды, Да, серые. серые роботы. Мгм. Хорошо. То есть вот эти вот рептилоиды, спруты, у них более плотные тела, да? Да. То есть они где-то физически на каких-то планетах живут?
Мне приходит, что они живут как бы в параллельных пространствах, даже ну, среди нас, на нашей планете. Мгм. Это те цивилизации, мне приходят порабощенные, Мгм. модифицированные. Я вижу, что во Вселенной как бы рассыпается жизнь, и она имеет разный потенциал и разные формы. И этот враг, он использовал низшие, не, скажем так, недоразвитые формы. Мгм. Поработил Где и сознание было. Ну, это образно говоря, как дети, да? Есть Мгм. взрослый человек, его сознание, ребенок хуже от взрослого, он просто меньше знает. Вот точно, ну, как-то вот так не приходит картинка. Мгм. Хорошо. Тогда такой вопрос. Для борьбы с этой маткой в какой форме человек имеет наибольшую эффективность в войне с вот этой маткой? Как физическое тело, эфирное? Ну, я вижу сейчас, что люди, они наполняются, вот они как бы соединяются с матрицей светлой вселенной, но они не могут воевать с ней, они могут защищаться от нее, быть для нее невидимыми, но они не могут на нее как бы воздействовать. Я вижу, что есть духовные существа. Эти существа имеют такую же плазменную форму жизни. Это могут быть воплощенные люди, но это, я слышу, бойцы. Это специальные бойцы. Мгм. И я вижу, что, например, вот эти рептилоиды, эти спруты, они просто исполняют ее волю, точно так же, как исполняют волю, например, люди на Земле, но они совершенно беззащитны без не, ну, от нее. Вот человек, который, образно говоря, заключил с этой маткой договор, он не может ни противостоять этой матке, ни бороться с ней, вообще ничего. Он подвластен полностью ей. Люди очищенные, чистые, они могут просто уйти, спрятаться в свете первоисточника. И есть, образно говоря, спецназ. Это, скажем так, сущности, Мгм. которые имеют такую же форму бытия, как и она. Они могут воевать с ней, победить. Этих сущностей зависит также от решения каждого осужденного человека, потому что каждый освобожденный человек, его душа увеличивает светлое пространство и уменьшает темное пространство.
Мгм. То есть каждый человек, который выбирает сторону света, он отбирает территорию, образно говоря, у этого зверя. Он буквально вырывает, я вижу, вот так вот вырывает какую-то часть нашей земли из-под ног этого зверя, этого врага. Мгм. Хорошо. А этот спецназ присутствует на нашей земле? Да. Хорошо. Так, на этой позитивной ноте, если ты больше ничего не хочешь посмотреть, мы можем закончить. Мгм. Будем выходить? Да. Хорошо. Давай перенесемся в светлое пространство, поближе к первоисточнику, к энергиям света, к фрактальным энергиям абсолютной чистоты. Давай. Наполнимся этими энергиями. Мгм. Наполнились? Вот сейчас я вижу, да, я вижу, что буквально люди, которые освобождаются, они как будто бы маленькие цыплята, которые, они хоть и цыпочки, но они имеют уже энергетику, что и их мать-квочка, хотя она по-другому выглядит, побольше. Вот так вот эти очищенные души улетают, и вот в этой светлой э, вселенной они как бы прячутся в Мгм. энергиях первоисточника Творца. Мгм. Очень теплое чувство. Хорошо. Хорошо. Проверяй пространство вокруг себя. Все ли чисто? Да. Будем выходить. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза.